Здравствуйте, мои дорогие тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака и расклад на вторую половину месяца декабрь. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в период с 15 по 31 декабря. Какие карты вам, соответственно, в этот период выпадут и что интересного вас ждет. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, оставить сообщение под этим видео. Буду очень-очень признательна вам, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Телец, какие карты, интересно, сегодня вам выпадут и в каких комбинациях они выпадут. Я сначала выложу карты, затем я разъясню то, что у нас, соответственно, получится, и мы с вами вместе разберем, почему именно такие карты и почему в таких сочетаниях. Ну, достаточно неплохо у вас в самом начале есть карта Королева Пентаклей, да, карта вашей стихии, земной стихии, карта определенной независимости, финансовой независимости, которая у вас есть, свободы финансовой, которая здесь, скорее всего, вам дается. И вы наслаждаетесь этой свободой, скорее всего, то, что сейчас, да, имеется в виду. Конечно, у разных людей ситуация может быть разная, но я думаю, что финансовое положение у вас могло значительно улучшиться. Плюс на этом этапе вы достаточно независимы, по крайней мере, обладаете таким независимым образом мышления. Здесь еще и король мечей есть. То есть вы создаете себе ту зону комфорта, которая вам нравится, и вы находитесь в этом состоянии, этой зоны комфорта, собственно, вам так уютно. И проводите время в этой зоне, да, достаточно для себя, ну, как это сказать, да, достаточно, опять-таки, комфортно, можно так сказать. Возможно, до этого возникали какие-то драмы, какие-то разногласия, люди, может быть, были в чем-то не совсем добры к вам или как-то вели себя немножечко, не то чтобы агрессивно, а вот с эмоциями или проявляя характер свой могли проявить, допустим, были не на вашей стороне, и вы могли пережить какие-то сложности и трудности. Но сейчас вы чувствуете себя, скорее всего, достаточно комфортно, достаточно в комфортной атмосфере находитесь. Кроме того, возможно, вы больше начали контролировать свои эмоции. Опять-таки, здесь этот король мечей, когда вы начали больше обращать внимание на то, что вы говорите людям или как вы проявляете свои чувства. То есть стараетесь быть менее уязвимыми перед кем бы то ни было, перед теми, кто вас окружает. Также здесь есть и все-таки при этом двойка пентаклей, которая показывает определенную нестабильность. И, может быть, в отношениях с людьми иногда они себя ведут хорошо, иногда не совсем хорошо. Может быть, это вызывает у вас какие-то колебания эмоций, но опять-таки вы стараетесь себя сдерживать, чтобы ничего лишнего не сделать или как-то себя вовремя пресечь. То есть пытаешься справиться с этими эмоциями. Иногда все идет хорошо, иногда это может не очень получаться, но тем не менее вы стараетесь здесь по двойке пентаклей балансировать, то есть не терять равновесие, стараться больше по королю мечей, которые здесь есть в вашем создании, скажем, да, стараться быть более логичными в том, что вы делаете, как вы поступаете, опять-таки, как вы контролируете свои эмоции, а делаете вы это здесь достаточно успешно. Возможно, вы здесь очень осторожны в каких-то делах. Возможно, вы здесь не показываете все свои планы, не рассказываете окружающим людям о своих планах, о своих дальнейших действиях. То есть что-то продумываете и держите в голове. Может быть, даже переживаете по этому поводу, может быть, какая-то стратегия у вас есть. Думаете слишком много, голова от этого может периодически болеть, но вы как будто бы вот мыслите очень много, думаете очень много. Возможно, поэтому здесь этот король мечей здесь выпадает. Хотя, может быть, и общение с таким или земным знаком, или воздушным знаком, который у вас в декабре здесь особенно активно будет проявляться. Это весы, близнецы, водолеи или девы, тельцы, козероги. Возможно, здесь будет какая-то ситуация, где кто-то к вам прохладно относится, и вас это может беспокоить. То есть какой-то холодное проявление, холодные чувства. И по пятерке мечей вы можете действительно испытывать от этого разочарование, вас может расстраивать, что человек относится к вам не так, как вам хочется, к примеру. Также есть шестерка мечей. Вы можете думать о каких-то изменениях, переменах в вашей жизни и размышлять о том, как бы это сделать. По семерке мечей это может быть даже какая-то поездка в целом в декабре месяца, в конце декабря.
Возможно, здесь будет какое-то переживание, связанное с поездкой, боязнь, что что-то пойдет не так, как вы себе придумали, как вам кажется, собственно, да, поэтому 7 мечей здесь, то есть боитесь, что что-то может быть от вас скрыто, что-то от вас может утаиваться до поры до времени, и к тому же здесь это 5 пентаклей, 7 пентаклей, которая выпадает в противовес королеве пентаклей, показывает, что, возможно, вы здесь ждали чего-то, 7 пентаклей, проявляли очень много терпения, что-то очень медленно происходило, и здесь, скорее всего, будет ускорение этого процесса, особенно если касается денег. Если вы вкладывали усилия в какое-то дело, то можете здесь получать определенную прибыль, потому что у вас 5 пентаклей показывает, что, возможно, вы ждете каких-то выплат, то есть вам не хватало каких-то денег или возникали какие-то финансовые проблемы, но здесь они выравниваются, потому что королева пентаклей выпала у нас первой в этом раскладе, то есть решаются какие-то финансовые проблемы. Если кризис в отношениях был или ощущение, что вы как будто брошены, остались за закрытой дверью, то во второй половине дня будет улучшение отношений с вашей второй половинкой, скорее всего, опять-таки. А также здесь есть все-таки эта 5, да, 2 пятерки. Вместе с 5 пентаклей и 5 мечей, возможно, да, возникает какие-то, если возникали какие-то конфликты, возможно, вы стараетесь, собственно, во второй половине декабря избегать каких-то конфликтов снова, чтобы они не повторялись. И кто-то из вас может оказаться в ситуации, которая вам не подходит, от которой вы захотите уйти, как будто бы улизнуть, сбежать от какой-то ситуации, которая вам покажется скользкой, вам не захочется в этом находиться, и вы захотите подальше от всего этого бардака, от всей этой сумятицы убежать. И карта отшельника, как будто бы уйти от вот этого хаоса или от людей, которые могут вызвать какие-то конфликты или какие-то у вас переживания, да, и вы стараетесь от этой ситуации уйти, то есть нежелание сталкиваться с чем-то подобным, да, то есть почувствуете, может быть, поймете, что кто-то вас, может быть, использует, манипулирует или обманывает вас. И в этот момент, когда вы это понимаете, осознаете, пытаетесь из этой ситуации улизнуть. Как будто вы понимаете, что кто-то с вами был нечестен или использовал вас, возможно, в каких-то действиях против вас действовал или там за вашей спиной что-то делал в тайне, вам не на пользу, и вы об этом узнаете и понимаете, что нужно держаться подальше от подобных ситуаций, от подобных людей. Карта отшельника здесь немножечко показывает такой уход в себя и понимание, что вы здесь больше духовно выросли, больше разобрались в своих чувствах и в том окружении, которое находится рядом с вами. То есть вы строите планы далеко идущие, смотрите дальше, уже основываясь на том опыте, который у вас есть, на тех знаниях, которые у вас есть, на тех ситуациях, которые вы пережили. Еще раз повторюсь, могут быть здесь какие-то ситуации, связанные с путешествием, с поездкой, когда вам очень хочется куда-то поехать, и вы в этот период можете и правда поехать куда-то, то есть отправиться в поездку, может быть, в какую-то, не знаю, просто поездку там, не знаю, к родственникам, то есть может быть и такой момент, но нужно остерегаться конфликтов и разногласий, возможно, с близкими тоже. Король мечей, если еще и воздушный знак имеет отношение как-то к вам, то нужно быть настороже, чтобы не поссориться с таким человеком воздушной стихии, воздушного знака или земного. Земных здесь тоже очень-очень много, то есть девы, тельцы или козероги. Давайте подумаем, что здесь еще, собственно, есть. Возможно, в этом всем, ну, в целом очень неплохой расклад, я бы так сказала, даже несмотря на этого отшельника, который здесь выпадает у вас в самом-самом конце. Но я думаю, что здесь больше о том, что из-за того, что вы были расстроены чем-то, разочарованы чем-то, может быть, вы оказались в какой-то момент в изоляции, или вы сами себя на какой-то момент изолировали, правда, да, ощущение такого, что вы захотели отгородиться от людей и стали такими очень отстраненными в какой-то момент, отстраненными немножечко от окружающих, от их предложений, их идей, их попытки втянуть как-то в свой разговор или в какие-то свои идеи, свои мысли. И здесь вы смотрите с большим таким воодушевлением в Новый год, как будто бы избавляетесь от чувства разочарования, станете новым человеком, который вырастает духовно, становится более уверенным в себе, да, более счастливым. Поэтому я думаю, что
карта отшельника, здесь она, скорее всего, во благо, то есть она хорошая здесь карта. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на этот период с 15 по 31 декабря, соответственно, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.